Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Алексей Просекин и Марина Хмеловская. Сегодня мы вам расскажем о кармическом менеджменте, о том, как, сколько мы его применяем и какие у нас есть результаты в результате его применения. И, конечно же, наша цель прямого эфира, во-первых, вдохновить вас на применение кармического менеджмента в своей жизни. Также мы вас хотим тоже простимулировать прийти и на семинар Геши Майкла Роуча 22-23 сентября, и на семинар, и на интенсив Ольги Авсон, нашей коллеги, специалиста по кармическому менеджменту. Итак, друзья, мы применяем уже кармический менеджмент 4 года. И вы знаете, как-то незаметно пролетело это время. Вот просто сегодня думали, сколько же применяем. Да, оказалось 4 года. И что самое главное, применяем его достаточно интенсивно, потому что даже вот сегодняшнее утро и день проанализировали, а оказывается все-таки в кармическом менеджменте. И очень часто задают мне мои коллеги вопросы. Марина, кто вас продвигает, кто ваш маркетолог, кто ваш коммерческий директор? Потому что вы должны понимать, что такой масштабный проект, как «Жизнь как чудо», это не только наша работа с Алексеем, это работа целой команды. Я говорю сейчас даже не за фестиваль, я говорю за проект «Жизнь как чудо», где мы ведем тренинги, консультации, пишем видео, рассказываем, распространяем знания. Около 10 человек работает в нашей команде, и буквально 2 года назад перед нами действительно стала такая проблема. Нам нужен был такой маркетолог, на которого бы мы могли положиться, который бы стратегически мыслил, знал все процессы в интернете, умел ими управлять, умел проводить собеседования, брать людей на работу, заниматься продюсированием и набором групп, чтобы мы вот с Лешей могли только создавать какие-то авторские продукты, тренинги и не заморачиваться, в принципе, вот организационными и техническими вопросами. Так вот, дорогие мои коллеги, друзья, кому нужны продюсеры, маркетологи, нужно сеять определенные семена для того, чтобы этого маркетолога создать. Я вернусь к той теме, о которой мы говорили, что мы каждый день фактически занимаемся кармическим менеджментом. И вот сегодня такой день, он был полон этого кармического менеджмента. Оказалось, что поехали к врачу и вспомнили, что дали там, например, на 100 гривен больше. Марина выходит каждое утро или как там через утро дает, например, нашим дворникам деньги по 50 гривен, там что больше даешь еще и так далее. Да? То есть фактически вот целый день наполнен такими какими-то маленькими шагами, которые вот укладываются в это понятие кармический менеджмент. Да? Постоянно оставляем чаевые официантам. И, конечно же, каждый день делаем кофе-медитацию на ночь. Леша... И результаты, и вот результаты не заставляют себя ждать. Леша будет рассказывать про кармический менеджмент каждый день, а я вернусь, друзья, к результатам, о том, как мы создали в своей реальности маркетолога. У нас будет такой винегрет просекинско-хмеловский. Каждый будет в свою дудку петь и рассказывать свои результаты, а потом мы вернемся к нашим совместным. Винегрет с салатом будет. Да. Итак, если вам вообще нужны надежные люди в команде, на которых вы можете положиться. Первое. Вы сами должны стать надежным человеком для большого количества людей. Каждый день вы должны задавать себе вопрос, может ли на меня сейчас положиться мой муж, мой ребенок, мои сотрудники. Выполняю ли я свои обещания, держу ли я слово, действительно ли делаю качественно свою работу, довольны ли мои коллеги или партнеры по проекту тем, что я делаю. Второй момент. Вы, конечно же, должны применить 4 шага и помочь другим людям найти специалистов в их проекты. И вообще помочь похожему бизнесу. В свое время я своей любимой коллеге отдала на сайт просчет по матрице судьбы, который сделал наш программист.
Моя коллега меня спросила, где мы делали, то есть сколько мы заплатили за этот просчет, как его сделать правильно на сайт. На что я ей сказала, слушай, да давай я тебе сэкономлю время, деньги, силы, вот на тебе просчет этот, просто поменяйте под свой дизайн сайта, пользуйтесь на здоровье. У нас одна цель – донести знания о предназначении души, и поэтому какая разница, ну у меня будут люди на сайте, у нас, Леша, у тебя. Мы все объединены одной целью. Я отдала этот просчет вообще с большой благодарностью к ее делу и с легкой душой. Хотя я знаю, что в нашем мире немногие на это способны. Каждый, конечно, конкуренты стараются на себя тянуть одеяло. И в итоге это приводит только к неудачам в бизнесе. Ну, у нас, как только мы начинали бизнес, у нас была такая мантра, она звучала так: хрен там нашим конкурентам. Потом мы ее изменили, когда начали заниматься кармическим менеджментом. У нас теперь такая мантра: больше клиентов нашим конкурентам. И на самом деле не имеет значения, от чего или от кого стали более счастливыми эти самые клиенты, от вас или от ваших конкурентов. Когда вы выходите вот на осознание этого, это уже и есть кармический менеджмент, и вы видите, что когда вы это осознали, вы сели в ракету. Чем бы вы ни занимались, вы сели в ракету. Главная ваша задача – это радость и комфорт ваших клиентов. И тогда вы их не делите. Знаете, почему вы их не делите? Потому что их достаточно становится для всех. И далее, что мы делали на курсе по кармическому менеджменту, как мы еще создавали этого самого идеального маркетолога, идеального коммерческого директора, который у нас уже есть и работает с нами более 1,5 лет человек. Мы держали фокус внимания на разъединяющих разговорах. Очень важно перестать критиковать и обсуждать, потому что когда мы кого-то критикуем и обсуждаем, мы сеем семена разъединения людей. Потом мы не можем соединиться с теми людьми, которые нам нужны в команде. Также мы держали фокус внимания на том, вот кому какие специалисты нужны. Вот я слышу, что где-то кто-то даже продает квартиру, например, а я знаю хорошего риэлтора. Я свожу этих людей. Или кто-то ищет детского психолога в детский садик. Я даю контакты. И, конечно, это все давало, соединяло людей и делала на это кофе-медитацию. Посвящала я тому, чтобы в нашу команду точно так же легко пришел человек с нами на одной волне, профессионал своего дела. И что вы думаете, через 2 месяца Степан Сорока, наш прекрасный, крутой маркетолог, если ты нас будешь видеть и слышать, знаем, мы тебя очень любим и ценим, написал свое резюме. Причем он достаточно молодой, ему тогда на тот момент было 23 года, но это реально вот был тот человек с самых первых заданий, с самых первых совместных проектов, которого мы хотели видеть в нашей реальности. И сейчас мы чувствуем рядом с ним себя защищенно, надежно, он выполняет прекрасно свои обязанности. И мы, имея такого маркетолога и коммерческого директора, мы, конечно, это посвящаем тому, чтобы все тренера и все люди, которые нуждаются в таком человеке, тоже его легко и быстро нашли. Ну, я вернусь к той теме, что кармическим менеджментом можно заниматься всегда, да и на протяжении дня, когда вы можете просыпаться и думать, что я могу сделать, кроме того, что себе хорошо, еще и другим хорошо. У нас недавно возникла такая проблема, от нас уходила наша няня наших детей, сказала, что я у вас работать больше не буду. А мы к ней очень сильно привязались, и привязались дети. И причем это была очень продвинутая няня со знанием 12 языков. И всех методик по психологии. Да, всех методик по психологии, которые только можно придумать. И вот нужно было с ней прощаться. И сначала для нас это был вот реально шок. Вот мы думали, ну как вот будут дети, как будем мы, как они привыкнут к другой няне. Ну, особенно касалось старшей дочери, которая с ней много времени проводила. И думали, а потом сказали себе, хлопнули себя по голове: слушай, мы же на протяжении всего дня занимаемся кармическим менеджментом, по сути. Давай эти же принципы применим в отношении няни.
То есть и первое, что нужно было сделать в отношении няни, это пожелать няне хорошей дороги дальше. Вот мы с ней были знакомы, послужили друг другу, и мы отправили эту няню. Мы ей всего самого лучшего пожелали. Вот, ну вот от чистого сердца, от души. А не так, что вот она уходит, а мы так... Ну, как-то ее вот вроде бы внутри не держим. Мы ее отпустили, вот внутри себя, как такую, как медитацию сделали. Мы сказали, что мы готовы тебе помогать, мы готовы тебе дать любую рекомендацию, Помочь где бы там в дальнейшем работой, ни да. было. Да. Мы готовы написать посты о тебе в Фейсбуке и так далее, и так далее. То есть вот мы, и даже когда мы это только осознали, что мы можем принципы кармического менеджмента применить вот в данной сфере, и нам уже стало легче. Мы уже не так стали бояться за наших детей и за то, что в нашу реальность придет какой-то там другой левый там человек. Вы понимаете, няня — это член семьи. И после этого к нам пришло 2 няни. Вот была одна няня классная, а пришло 2 няни. То есть они на переменку. И это, ну, для нас более такой приемлемый вариант, потому что ну, одна в одни дни, другая в другие, а то мы больше 5 дней не могли приглашать к себе, потому что нужно человеку 2 выходных. Вот. И фактически без выходных у нас няни работают, и это действительно классное, замечательное. Я не скажу, что они лучше или хуже, они другие. Но не хуже это точно, да, чем была та предыдущая. Так что вот даже вот в таком плане вы можете использовать кармический менеджмент. Более того, эти помощницы еще и есть готовят, и Да. готовят такие разные блюда, освобождая нас от бытовых каких-то вопросов, и мы можем больше посвятить себя каким-то проектам творческим. То есть, ну вот действительно, и мы со всеми в прекрасных отношениях, и чем больше, знаете, мы зажимаем что-то внутри себя в бизнесе, или это касается наших сотрудников или денег, тем мы становимся меньше, и меньше у нас возможностей становится. Чем мы разжимаем быстрее кулак и радуемся за новый путь человека, за своих конкурентов, за их успехи, тем мы становимся шире. Тем мир все больше и больше способствует реализации наших планов. Какие у нас еще результаты по кармическому менеджменту? Ну, за эти 4 года в 10 раз увеличился наш финансовый поток с Алексеем. Причем вы знаете, что не самые сладкие времена сейчас на Украине. И курс доллара, и война, и безработица. Но наши учителя говорят, что если есть причина для богатства, если вы ее заложили, вы будете убегать от денег, они будут вас догонять. Где бы вы ни были, деньги будут вас догонять. Даже тогда, когда мы делали вот фестиваль недавно с бесплатным входом для людей, он закончился буквально пару дней назад, нам написала девушка, наша читательница, зрительница, которая заплатила лично нам деньги за наш труд, перевела из другой страны, сказала, это лично вам, вашей семье деньги за то, что вы работаете. То есть так работает кармический менеджмент. Вы создаете в своей реальности людей, которые с благодарностью вам, как по мановению волшебной палочки, несут деньги. Просто потому, что вы эти деньги с любовью и благодарностью давали другим людям. Об этом наша 3-я книга «Щедрость. Причина богатства», кто еще не знает, которая недавно вышла. Ну и рекомендуем вам это использовать. Причем, вы смотрите, кармический менеджмент, он основывается на чем? Вы берете и применяете его принципы в чем-то маленьком и смотрите, какие у вас там результаты. Результаты всегда будут по-любому. Достигаете результатов, потом берете большую цель, потом еще большую и так далее, и так далее. То есть вам тут не нужно сразу же стать чемпионом мира по прыжкам в высоту, а хотя бы по метру, по 2, вот брать одно за другим, вы просто увидите, как это работает. И, друзья, конечно же, если вы еще не знаете о 4 шагах, то мы говорим, что шаг номер 1 – это поставь свою цель, шаг номер 2 – найди кармического партнера, который хочет того же самого, что и ты, шаг номер 3 – помоги ему 1 час в неделю, шаг номер 4 – сделай кофе-медитацию. Очень круто это делать в команде с единомышленниками, поэтому Ольга Овсон, наша коллега, она сейчас запускает очень скоро курс интенсив по кармическому менеджменту. У вас есть уникальная возможность овладеть азартом,
нами, под руководством коуча, мастера Ольги Овсон, а также, конечно же, присоединиться ко всем к нам, ко всем тренерам, которых вы любите и знаете, присоединиться к семинару Геши Майкла Роуча, который будет 22-23 сентября. Мы все там будем, уже у всех билеты на руках, будет очень много классных, полезных знакомств и, конечно же, много информации более глубокой для трансформации своей жизни и личности. Друзья, лично я жалею только об одном, что когда почти уже 5 лет назад я столкнулась с этим учением, что я 2 года тупила, да, и читала книги, и говорила, когда-нибудь я потом пойду в следующем году к Геше Майклу Роучу, потом у меня будет еще время, да, дорого, да, и так далее, и тому подобное. Я 2 года топталась как бы с книгами и с учениками Геши Майкла, хотя им тоже большая благодарность, они мне очень помогли. Но побыть в поле мастера и прикоснуться к этим знаниям через первоисточник, это нечто потрясающее. И это единственное, о чем я жалею, что я не пошла с самого начала, как только самая первая книга у меня оказалась в руках, поскольку в поле учителя поднимаются в нас самые красивые, самые классные кармические семена, которые дремали до этого. Может быть, даже они были из прошлых жизней, вы делали, или в прошлом, в этой жизни, что-то красивое, хорошее. Но эти семена дремали, а в поле учителя они поднимаются, и поэтому ваша жизнь стремительно начинает развиваться так, как вы хотите. Так что приходите к Ольге Овсон, приходите к Майклу Роучу, изучайте кармический менеджмент, практикуйте его, не верьте, проверьте. Да, мы вас призываем не верить. Перед вами люди, которые вот с нуля смогли создать свой бизнес, купить все, что им надо, создать масштабные проекты. Поэтому нам, конечно, хочется этими знаниями делиться дальше. И чем больше будет людей, которые помогают друг другу, тем, как вы думаете, чем это закончится? Это закончится процветающей новой страной и новым миром. С вами были Алексей Просекин и Марина Хмеловская. До новых встреч. Спасибо за то, что были с нами в прямом эфире. Пока-пока.